Это наше природное качество, женское, крутиться перед зеркалом. Как раз в процессе можно что-нибудь такое интересное создать в виде красивого нового платья. Ну вот, мы уже видим наш бок один, бок второй. И вот у меня уже вот настолько в полоске мы увидели, как линия переходит из долевой в поперечную, как она выявляет вот эту нашу драпировку, вот этот вот красивый лепесток. Вот все оно легло буквально без особого труда по моей фигуре. Вы видите ярко выраженную грудь. То есть вот все это разложились, ушли в драпировку, вот в эту вот наш лепесток выточки. То есть здесь у меня на груди ничего лишнего. Вот настолько буквально 3 булавочками. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня родилась новая драпировка, и я спешу ею с вами поделиться. Как всегда, для моего творческого процесса я подготовила отрез ткани, отрез макетной ткани. Здесь длина его 1,5 метра. Ну что, приступим. Будем закалывать эту драпировку на манекене. Ровный квадрат ткани. Так, ну давайте приступим. Я держу ткань с одной стороны, вот с правой стороны, вдоль кромки по долевой. Это будет платье, это будет красивое, чудесное платье. Вот сейчас нашу кромку я буду прикалывать к боковому шву. Таким образом, чтобы у меня в верхней части, вот где-то сантиметров 20, осталось над плечом. То есть я вот здесь вот приколю нашу кромочку к плечу. И дальше буду прикалывать так, чтобы ткань вот свободно падалась, не спадала, без затяжек. Вот здесь зафиксирую под проймой. И далее вот у меня ткань вот так вот упала, абсолютно ровный низ внизу. И вот здесь я фиксирую по боку, по линии бедер, вот по краю манекена. Так, теперь это у нас задается длина платья, хотя опять же она может варьироваться. Так, теперь мы то, что я вот отложила 20 сантиметров, я их загибаю под низ вдоль горловины и фиксирую на втором плече вот поперечную нашу ткань. Вот это продольная, а здесь поперечная. То есть вот эти 20 сантиметров это и будут формировать мою драпировку. Вот я сейчас выкладываю, вот как ткань легла, вот она, по горловинке. Я вот сейчас ее фиксирую на плече. Так, зафиксировали. Теперь мне необходимо вот этот весь объем ткани вот, разложить ровненько по фигуре манекена. То есть мне надо вот ровно как ткань ложится. Вот я даже могу ее вот здесь в районе груди зафиксировать пока. И вот здесь она как бы ровно прямо падает. И я вот к этому боку ее накалываю.
Даже вот можно начать чуть выше линии талии. Вот закрепить ровно по боку. Я делаю закрепочку. Одну. И дальше вторую. И уже дополнительно вот еще в самом конце третью. Все. Вот мое платье лежит по фигуре. И теперь это будущий боковой шов. Вот с одной стороны боковой шов и с этой стороны боковой шов. Вот так вот платье ниспадает. Теперь будет рождаться наша драпировка. Сейчас мне необходимо, вот наша поперечная линия, вот она. Я ее разворачиваю и также выкладываю по боку. Вот так как я выкладывала здесь долевую, теперь я вот на изломе, на повороте на плече вот выкладываю нашу поперечную линию и прикалываю под проймой на талии. Так, вот я делаю заколочки, закалываю. И дальше на линии бедер. Все. Значит, сейчас у меня будет формироваться моя драпировочка. Так. Драпировка будет держаться буквально на 2 булавочках. Сейчас мы ее вот прикалываем над грудью. Вот она у меня. И дальше. Так. У меня буквально с утра был такой творческий подъем сегодня. И драпировка просто просилась. И мне хотелось поскорее заняться творчеством. Но на работе, в ателье там возникали текущие вопросы, задачи. И как-то вот сложно было приступить к этому процессу. Но потихонечку таки удалось добраться до моей драпировки. И вот она вот таким образом как бы из платья возник у нас вот такой как бы пиджак, борт. И вот здесь видно, что моя драпировочка вот она крепится вот здесь вот одной булавочкой и вот здесь на талии другой булавочкой. То есть вот здесь она в плечах фиксируется, по боку. То есть в данном случае ну, я планировала платье пошить для себя. И как бы я не люблю особых приталенностей. Но в общем-то при необходимости можно выложить это платье и по фигуре. Но вот тут вот красота этой драпировки. То есть здесь может появиться пуговица или какой-то красивый зажим. То есть что-то здесь. Или же может быть какой-то бант. Можно сформировать. Вот таким вот образом.
И у нас вот наша драпировочка. Вот такой вот интересный воротничок. Воротничок, который вот он вышел. И можно наш борт пустить донизу. Можно его сделать, допустим, асимметричный, короткий. Вот. То есть это наш бок, а здесь вот закончить нашу длину, ну, допустим, как-то так. То есть вот есть еще потенциал для творчества. Может быть и многовато этой пряжки. То есть здесь какой-то такой элегантный, красивый акцент возникнуть должен. Но опять же, это очень серьезно, нужно относиться к подобного рода деталям, подбирать эту фурнитуру. Тут уже как бы вы сами сможете проявить свое творчество. Вот. Ну что, наша поперечная ткань, поперечный край, вот он как раз выкладывается по боку манекена, вот формирует боковую линию нашего платья. Здесь у нас ткань тоже, вот она доходит, само платье, до бока, и вот в этом месте мы можем это все соединить, и все лишнее, оно вырежется и уберется, вот это все. А тут у нас вот 3 слоя: слой платья и 2 слоя вот такой глубокой большой склады. То есть вот такой борт, красивый асимметричный борт. Вот у нас наш чудесный воротник. Вот он вот так вот выложился, интересно. То есть, естественно, возник вот здесь у меня одна закрепочка. То есть это объем, который вот у меня 20 сантиметров, я предусмотрела сверху дополнительно. Вот они мне дали вот такую вот эту вот складу и такой вот объем, который мне вот позволил создать такую драпировку. В дальнейшем необходимо будет подкорректировать линию проймы. Здесь может возникнуть рукав. То есть это может быть как платье без рукава, так и платье с рукавом. Мне хотелось с вами поделиться непосредственно вот этой, на мой взгляд, интересной идеей драпировки. Вот такой вот возникшей драпировки на платье. Она одновременно простая форма, но очень пластичная. Яркая, оригинальная драпировка, которая внесла асимметрию в это платье. Такую вот как бы легкость и выразительность. Мне ценна мысль, которая возникла, и вот я спешила ею с вами поделиться. Лично мне, как мастеру, эта драпировка доставляет удовольствие, доставила удовольствие. Она получилась. Ну, в данном случае мне понадобилось на перед 1,5 метра. Но опять же, если мы будем или вы захотите сделать вот такой вот асимметричный борт, то нам тогда достаточно будет этих 1,5 метра для того, чтобы из вот этой части покроить спинку нашего платья. Ну, если же вам понравилась вот такая вот снеспадающая склада до низа, то тогда, соответственно, на это платье необходимо будет еще длина изделия для того, чтобы выкроить спинку. Но опять же, длина изделия от вашего желания, она может быть в районе колена или вот удлиненный вариант, как на этом платье.
так как у нас долевая и вот поперечная проходит по боковым швам, то вот эта часть, сама непосредственно драпировка, вот наш воротничок и горловинка, она выложилась по косой, что придало этой драпировке мягкость, несмотря на то, что я ее создавала достаточно с плотного атласа, но она, тем не менее, вот мягко лежит, выложилась, загнулась и держит форму. То есть у меня вот в данном случае на одной булавочке драпировочка в верхней части держится, и на другой булавочке вот здесь в районе талии. Поэтому можно дополнительно еще зафиксировать вот здесь, хотя мне вот нравится вот этот вот объем такой, как опять же бионическая форма вошла вот в наш воротничок. Цветок такой, лепесток. Ну вот я вам покажу с этой стороны. Вот он наш бок. Поэтому вот наш лежит поперечная линия. Вот здесь я могу приподнять. Вы увидите вот этот вот клин. Он должен вырезаться, то есть вот начиная вот по боку, вот это все, это лишнее, это выпад, то есть он нам не нужен, он уходит. Ну и соответственно в этой зоне надо будет правильно оформить нашу пройму. Так. Получилось, что выточки у нас, они зашли, вот объем весь, в нашу драпировку. То есть вот здесь вот вы видите, как бы все на груди выложилось, по сути дела, драпировка вобрала в себя все лишние объемы. Создала борт с воротником. Ну, опять же, кому захочется приталиться, это возможно сделать. То есть, ну, в моем конкретном случае я не хотела здесь видеть выточек. Меня вот так все устраивает. В данном случае вы видите из однотонной ткани, но вот по ходу у меня сейчас родилась мысль, что, наверное, будет шикарно смотреться эта модель из ткани в полоску. Допустим, полоса будет идти по долевой, и вот в данном месте она будет делать изгиб. И уже вот здесь мы увидим в другом направлении размещение полосы. Поэтому можно будет попробовать эту драпировку на ткани в полоску. Потенциал для творчества в этой драпировке очень большой. Сейчас у меня под рукой оказалась ткань в полоску. В связи с тем, что многие задаются вопросом, а как можно драпировать в домашних условиях драпировку, не имея манекена на себе. Так вот сейчас я хочу продемонстрировать, чтобы было наглядно и понятно. Но прежде всего, конечно, нужно одеть на себя плотное, облегающее, или же это майка, или же это гольфик, так, чтобы вы чувствовали на себе боковые швы и плечевые швы. Также должен быть бюстгальтер, потому что когда вы будете прикреплять драпировку на плечевом поясе, это все надо будет крепить на бретельке бюстгальтера, так чтобы эта драпировка держалась и не съезжала. Потому что очень важно почувствовать драпировку не на манекене, а конкретно на своей фигуре. Почувствовать, как ткань заиграет, как заложится эта драпировка. Потому что на бумаге, на манекене это одно, а фигура, конечно же, вносит свои нюансы и коррективы. Поэтому мы сейчас с вами будем закладывать
наглядно эту драпировку шаг за шагом. Вот я взяла отрез ткани. Здесь мы видим ярко выраженную полоску, ткань в полоску. И долевая кромка. Вот я начинаю с того, что я эту долевую кромку, этот край, буду прикреплять к своему боку. Я перегнула нашу ткань по углу. В одной стороне у меня, в одной руке у меня долевая, в другой у меня поперечный край. И вот сгиб ткани как раз попадает на линию плечевого пояса. Две точки, вот одна и вторая, будут фиксироваться у основания руки. Так, вот я сейчас беру булавочку и прикалываю вот здесь вот слева, у меня вот здесь как раз фиксирую верхнюю точку нашей конструкции. Вот я зафиксировала. Теперь то же самое, так вот свободно, не натягивая вот в этой зоне, я фиксирую к правой руке. Вот здесь вот я буквально одной булавочкой я фиксирую. Так, друзья, перед вами должно быть зеркало. Если вы видите, что я не смотрю на вас, не смотрю в камеру, значит я смотрю на себя в зеркало. Вот я зафиксировала у основания руки левая и правая наша вот две булавочки. И выложилась горловинка. Теперь вы видите, слева у меня вот кромка проходит. То же самое я фиксирую вот здесь вот эту линию. Вот я фиксирую этот бок. Вот он должен проходить по боковому шву моего изделия, к которому я сейчас буду прикреплять. Вот ровненько вот здесь четко под рукой. Это пересечение нашей проймы и бокового шва. Вот я вставила булавочку, вот зафиксировала. Теперь мы дальше, вот наша ткань свободно ниспадает, вот она ровненько лежит. И я вот здесь, вот вы видите край моей майки, я прикалываю сюда, накалываю нашу булавочку и фиксирую на талии. Вот мы видим. Так, я зафиксировала по талии, по бедрам и под проймой. Вот 3 булавочки вставила. Теперь с этой стороны мне тоже необходимо вот здесь вот под проймой зафиксировать. Вот я беру булавочку и прикалываю. Тут немножко сложноватенько. Ну вот мы вкололи. Вот у нас зафиксированы наши места основания нашей проймы. Далее будет в дальнейшем, когда у меня будет сформирована драпировка, я, конечно же, оформлю четко вот эту вот линию. Когда я, допустим, захочу сделать это платье с рукавом, и мне нужно будет вывести красивую линию проймы. Ну вот пока сейчас для начала, для наглядности у нас четко поперечная линия и долевая. А здесь по горловине заложен уголок. Так, что дальше я делаю? Дальше мне нужно развернуть форму нашей ткани так, чтобы полоски все шли вдоль изделия. Вот я беру,
чтобы наша полоса вот как раз по долевой размещалась, наше платье вот по мне. Теперь я развернула нашу полосу, она пошла по долевой, и мне нужно зафиксировать бок правый, зафиксировать бок в районе талии и зафиксировать в районе средней линии бедра. Вот сейчас вот я смотрю, чтобы ткань ровно падала, нигде меня не затягивала, вот ровно по мне лежала. И я фиксирую на талии. Вот я чувствую рукой, вот у меня продавливается шов на моей маечке. Вот я здесь и зафиксировала в районе талии. И теперь фиксирую в районе низа моей маечки, вот тоже по шву. Вот он у меня, этот шовчик. Я фиксирую булавочкой. Все. Вот ввели. И у меня здесь мое платье. Вот оно разложилось. Теперь мне нужно вот эту часть ровненько зафиксировать вот здесь над грудью. Ставить булавочку. Вот я вставляю булавку. Так. Здесь я вставила, здесь у меня откололось. Видно, одной булавки недостаточно. Поэтому можно несколько в плечевых швах ввести 2 булавочки. Ну ладно, пусть пока останется так. Так, вот у меня зафиксирован один бок. Я, наверное, сейчас еще вставлю одну булавочку. Вот так. Вот. Все, вот у меня прямо тут уже бок, фигура прорисовались. Здесь я приколола нашу талию, вот она, и приколола бедро. Теперь я должна заколоть. Вот я вижу вот здесь вот у меня мои булавочки. И вот эта вся ткань, вот она как бы лишняя, она будет срезаться. Так, а вот это край будет у меня боковым швом, боком. Поэтому я вот так вот ровненько вывожу мой бок. Так. Да, не просто, конечно, на себе это все закалывать, но почему бы нет? Если сильно хочется, то можно, то все получится. Тем более это наше природное качество, женское, крутиться перед зеркалом. Как раз в процессе можно что-нибудь такое интересное создать в виде красивого нового платья. Ну вот, мы уже видим наш бок один, бок второй. И вот у меня уже выложилась линия моего переда и моего такого интересного воротника в виде запятой. Так, я закалываю вот здесь, фиксирую в районе пупка, в районе центра наш вот этот верхний правый борт. Там, где у меня будет красивая пуговица или брошь, что-то здесь может быть. Или просто перестрочка, или пояс может возникнуть. То есть это уже в процессе мы
можем придумать, подобрать красивый элемент. Так, теперь вот мне нужно сейчас выложить красиво наш воротничок. Вот он. Сейчас я его пораскладываю. В драпировке важен именно процесс создания. То есть надо проглаживать это все рукой, выкладывать. То есть так, чтобы у вас было все плотненько, красиво лежало. То есть мы никуда не торопимся. Мы должны настроиться на творчество. То есть где нужно, мы подкалываем, выводим, чтобы оно все нас в дальнейшем, в конце порадовало. Так, ну вот, пожалуй, вот здесь у меня приколота булавочка. Вот она фиксировалась. Вот моя булавочка. И мне надо с этой стороны соединить ткань. То есть я вот беру, откалываю свою булавку. И вот так вот с двух сторон. Вот отсюда и отсюда. Вот я ее вот так вот собираю вместе и закалываю. Так, теперь у меня все вот выложилось. Вот так вот. Сейчас я ее... В принципе, мы вот в этом месте, вот здесь еще нужно будет сделать в дальнейшем закрепочку, так чтобы наша вот эта красивая линия нашего борта, лацкана вот так вот выложилась на груди. Вот настолько в полоске мы увидели, как линия переходит из долевой в поперечную, как она выявляет вот эту нашу драпировку, вот этот вот красивый лепесток. Вот все оно легло буквально без особого труда. По моей фигуре вы видите ярко выраженную грудь. То есть вот все это разложились, ушли в драпировку, вот в эту вот наш лепесток выточки. То есть здесь у меня на груди ничего лишнего. Вот настолько буквально 3 булавочками. И здесь вот одна булавка на плечах вот здесь зафиксировала. Вот эту часть мы можем потом в дальнейшем лишнее срезать. Вот там вот. Теперь вам нужно следующим этапом это все перенести, все это с себя снять и сшить, собрать, вырезать наши проймы, собрать вот здесь вот это все зафиксировать. Вот поэтому что мы делаем следующим этапом? Следующим этапом нам нужно вот эти наши места, где у меня фиксирующие точки. Вот здесь это моя драпировка лежит. Вот это все еще дополнительно проложить булавочками. То есть я прямо беру вот так вот. Вот как у меня вот оно разложилось. Вот это все еще дополнительно я прокалываю вот так вот. Вот так. Булавочками. Теперь уже булавочек должно быть побольше. То есть вот максимально, вот как мои эти склады лежат. Вот я эту мою драпировочку вот здесь вот под горловинкой, вот так, чтобы
мне здесь ничего не мешало. Я тоже вкалываю булавочку. Так, вот вывожу сюда эти мои лучики. Вот здесь форма делает поворот. И я вот тоже этот поворот должна вот эту вершинку зафиксировать. То есть я прямо вот максимально близко к этой вершинке подхожу булавочкой. Так, ну и соответственно вот эта линия, вот она мягкая такая, вот она настолько красивая, этот излом воротника. Вот мне его тоже нужно проложить иголками. Так, вот я его булавками фиксирую. Так, ну и вот сюда она в плечо идет. Вот так. Теперь я вот эту часть прямо накалываю на основание. Вот сюда. Вот я беру и вот так вот прикалываю в нескольких местах. Здесь можно еще ниже. Так, просто для чего я это делаю? Для того, чтобы моя драпировка не рассыпалась. И вот здесь я тоже ее заколю. Вот. Ну и здесь у меня вот ткань приколота одна с другой. Главное, чтобы эта наша булавочка, вот она с этой стороны и вот она с этой стороны, чтобы она не рассыпалась. Вот эта булавочка, она никуда не делась. У меня получилось вот настолько все здесь красиво и замечательно. Но у вас может быть немножко где-то как-то, но принцип будет такой же. То есть как-то немножко будет по-другому, но в общем останется все так же. Так, ну и линию пересечения и линию вот этого нашего борта тоже нужно булавками проложить. Вот это место, вот оно, стыковочки, обязательно уголочек. Так, теперь что мы будем делать дальше? Дальше у меня вот мой бок. И он дает внизу длину моего платья. То есть вот заканчивается моя поперечная длина. Длина этой ткани 1,5 метра. И вот она как раз очень в нужном месте заканчивается. То есть это, хотя в принципе, может быть борт короче, а платье длиннее. Платье в пол. А борт может как раз вот доходить не до конца, а останавливаться вот на, допустим, 10 сантиметров или 15 выше низа изделия. Так, вот это вот тут как раз вот по боковому шву я фиксирую. Вот у меня по мне четко все падает, ткань нигде не собирается, нигде не фалдит. Вот здесь я вот это место, это будет вот нижнее вот это все срезаться, выравниваться и заводиться в наш боковой шов. Поэтому здесь мне тоже нужно все это заколоть четко, потому что тут я просто вот буду вдоль вот этой верхней линии все это срезать. Так, я уже могу потихонечку откалывать от себя
эту всю конструкцию. Вот, и, в общем-то, могу его потихонечку с себя снимать. Вот здесь, опять же, на себе мне надо будет пометить. Вот я вот ощущаю, где моя талия. И вот это место линии талии, вот здесь я намечаю. Вот, раз. Ну и, соответственно, вот с этой стороны. То есть, как бы талия, наша пуговица. То есть, все это, вот все наши основные места. Вот плечи. Плечи вот здесь, вот вы видите. Вот они, излом. Здесь у меня будут швы. Ну вот, вот мое платье, моя драпировка в однотонной ткани, вы увидели на манекене. И уже выложила я ее на себе, на глазах у вас все это происходило. Поэтому вы увидели, что в принципе все постижимо, ничего такого секретного и сложного нет. Далее мы спокойно выкраиваем уже каждый свою спинку, делаем по среднему шву змейку, делаем рукавчик. Ну, мне бы хотелось здесь сделать рукавчик 3/4, аккуратно, ничего лишнего. В данном изделии акцент на вот этой идее, на этой драпировке. А тут уже может быть рукавчик коротенький до локтя, а может быть 3/4. Длинный, наверное, будет много. А если это летнее платьице, то оно может быть без рукава, вот как здесь. Даже мне сейчас вот нравится эта линия, вот именно такая, не вырезая пройму. Вот она тоже вот очень даже симпатичная. Сейчас я снимаю свою драпировочку, откалываю. Вот здесь у меня линия талии, и с этой стороны линия талии. Так, откалываю от бедра. Так, а бедро вот здесь я оставляю. Вот низ своего изделия я вот булавочку на этом уровне оставляю. Так, теперь важно вот здесь по пройме мне сохранить эту меточку. А эта меточка мне не нужна. Так, с этой стороны мы откололи. Теперь здесь у меня держится, так, наша пройма. Вот она повыше. Вот я ее здесь оставлю, эту булавочку. Вот она мне понадобится. Вот эта мне булавка не нужна. Так, здесь у меня фиксируется линия, вот она как раз бедра середины, и я приколола к себе. Сейчас я ее аккуратненько убираю. Так, вот эта булавочка. Все. Так, теперь что я здесь еще на себе ощущаю? На себе ощущаю вот этот вот узел. Так, дальше. Дальше вот мое платье держится. Вот оно уже само себя несет. Все зафиксировано и держится на плечах. Вот мои два плеча. Я их сейчас откалываю аккуратненько. И тут же и оставляю булавочки. Раз. И, соответственно, с этой стороны вот она. Два. Так. Ну что, вот мое платье. Теперь я перехожу на стол и покажу вам, какие у меня будут выпады, что мне в дальнейшем нужно будет срезать. Так. Это моя горловинка. Вот это мои два плеча. Вот одно плечо и второе по булавочке. Сейчас я подкорректирую. Так, вот оно. Вот одно плечико и второе. Теперь
Здесь вот это все у меня лишнее. Вот мой пошел бок. И раскладываю вот ровненько все. Все раскладываем ровно. Значит, это низ нашего платья. И, соответственно, у меня вот, если мы приложим вот так вот, вот наши плечи, вот они. То есть сейчас вот мы видим наши бока. Так как изделие полуприталенное, то есть здесь можно будет сделать небольшой прогиб, буквально на сантиметр. Так, вот это я могу мелом перенести или мылом низ наш. Вот он нашего изделия. И вот этот бок. Вот это. Вот здесь моя талия. Здесь у меня пройма. Пройма начинается. Вот, допустим, здесь. А может быть и прямая. Это я еще подумаю. Здесь бок. Так. Вот. Вот мое платье. Вот мой перед. То есть мы можем выкраивать это все смело и непринужденно. Здесь у нас на нашем эта часть будет входить в нашу спинку, вот в боковой шов. Вот это все мы можем прямо сразу зашивать. Вот тут нам нужно будет сделать вот закрепочку, зашить. Здесь сшить плечи. Вот это вот вы видите, вот здесь у меня будет срезаться. Вот это все лишнее, вот оно не нужно. Вот здесь у нас будет верхний слой, вот 3 слоя соединяться с нашей спинкой. Вот это наш перед, низ. Вот такой вот изделие. Вот он. Так, ну что, мое платье практически готово. Вот сейчас мне уже понятно, сколько мне нужно ткани на мое изделие. Вот я сейчас при вас замеряю, сколько мне нужно ткани. Так, значит, ровно 1,5 метра у меня пошло наперед. И, соответственно, вот если это плечо и 1,30 м, 1,5, значит, это 2,80 мне нужно на мое платье. То есть вот эта вся часть, вот она ушла наперед, тут будет выпад. А здесь следующие вот 1,30 м это спинка. И там, где у нас будет выкраиваться спинка, поместится еще и 2 рукава, один за другим. Так что для этого платья вам необходимо 2 метра 80 сантиметров ткани. То ли это ткань в полоску, то ли это однотонная ткань. Это уже по вашему желанию, на что я вас вдохновила. Пробуйте, девочки, и у вас все получится. Вот такой вариант моего будущего платья вы сейчас увидели. Надеюсь, вам пришлась по душе моя драпировка. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Я очень рада нашему с вами общению. До новых творческих встреч. Спасибо, всего вам доброго.